А у них сложно вообще с архитектурой, мне кажется, IQ не позволяет. Там очень много живет людей, которые состоят именно вот в этих нехороших группировках. Раздевайся, показывай, что случилось. Русская женщина пьет водку. Да не пьем мы водку, я говорю, мы пьем шампанское. Здесь люди очень душевные, и у них как-то очень все близко к сердцу, и у них какая-то, я не знаю, может быть, у меня душа какая-то. Гватемальцам нравится холод. Вот посмотришь, они ходят в шортах. Дети, которые учатся здесь, могут себе позволить и выпить за рулем, и ехать за рулем пьяными, и без прав. Со страховкой можно рассматривать медицину. Без страховки я вообще не представляю, как люди здесь живут. Образование в универе сколько стоит вообще? $1000 в месяц. Потому что охранник, который тебя охраняет, он же тебя может и убить. Буквально недавно, вот на днях у нас произошло, где мы живем, убийство. Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Ольгой. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Ольга, расскажи, пожалуйста, почему именно Гватемала? Гватемала, потому что сюда приехал работать мой муж по контракту. Как давно это было? Это было 8 лет назад. 9 лет назад. 9 лет назад. До сих пор работает или контракт закончился? Контракт закончился, 3 года назад он уехал, работает в России, а мы остались. А вы остались с кем? Остались я со своей старшей дочкой и с младшей. И чем здесь занимаетесь на сегодняшний день? На сегодняшний день я, в смысле по работе, Ну, да, вообще. я у меня такой мелкий бизнес, я пеку вафли. Кто-кто? Вафли пеку. Вафли печете, то есть под заказ. Да, С доставкой на дом. да. И как вообще, спрос есть? Ну, допустим, на учебу и на жизнь, на жилье оплачивает муж, а то, что зарабатываю я, это на расходы на еду. Ну, как клиентов-то вообще ищете? Клиентов через Инстаграм, дочка занимается полностью этой на ней, а я руками работаю. То есть, Да, если запускаешь хорошую рекламу, сразу же идут заказы. Все есть- зависит от того, как ты хочешь. Хочешь много заказов, будет много. Перестаешь запускать рекламу, заказов нет. вафли это имеется в виду трубочки вот эти, да? Трубочки вафли. И гватемальцы любят эти трубочки? Да, заказывают. То есть лучше... Строп вафли, трубочки, есть разные тортики А в магазинах это не продают? в магазинах. Ну, есть здесь такие киоски, где вот вафельные рожки пекут для мороженого. И есть, мы уже увидели что-то подобное, но все равно отличается. А они планировали как-то расширить этот бизнес? Хочется расширить киоск. И вообще хочется ресторанчик такой русский с пельменями, с чебуреками. А здесь есть вообще русские рестораны? Есть один русский ресторан, вот Ольга, которая меня порекомендовала. Лавка называется. Он больше у нее веганский, но она там уже запускает тоже русское. Тоже пельмени, что-то борщи у нее есть. То есть вы в таком же стиле хотите? Нет, я в другом. Я хочу больше как типа чебуречное. Что-то такое. И водочка, да? Водочка, да, почему бы и нет. Ну, обычно чебуречная водочка. Да. Даже в центре Москвы до сих пор метро Сухаревская есть. Ты заходишь, написано чебуречная, и прямо как в советские времена столики стоят, ты берешь чебуреки. Но здесь же есть вот эта водка Белуга, и она очень так, престижно себя заявила в Гватемале. То есть она во всех магазинах продается? Нет, она дорогая. Она только, допустим, типа винотека, что-то такое. Винлаб по-русски. Здесь винотека. Алена, расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Гватемале? Меня сюда привезли родители, когда мне было 11 лет. Приехали мы, потому что папа здесь работал, и я приехала сюда за ними. А родилась ты где? В России. В городе? В Дальнегорске, это Приморский край. То есть в школе обучалась ты там? Да. И здесь уже тоже, соответственно, в школу? Да, Ходишь? здесь я первый год училась на домашнем образовании российском.
потому что мы жили в Изабелле, а там только публичные школы, там не было хорошего образования, но потом мы переехали сюда, в город, и я уже пошла в школу здесь. А как сложно было адаптироваться, другой язык? Я вот год, как когда мы жили в Изабелле, я год учила и английский, и американский, потому что у нас в России преподают британский, и испанский я учила, и пришла, немного мне было сложно, но я начала общаться с детьми, и теперь я уже прекрасно говорю на испанском. Ну, первый год тяжело было вообще школьную программу на испанском принимать? Да, первый год вообще я должна была идти в 7 класс, а меня отправили в 6, потому что математику я не знала такую, какую они преподавали тут, потому что у них совсем другая программа, поэтому меня лучше отправили на 6 год, но потом я добрала его, потому что я сделала 2 года за 1. А ты как считаешь, вот школьная программа у нас здесь выше или в России выше? Мне кажется, что в России она более сформирована, потому что здесь немного каждая школа дает то, что им нужно. Я потом, отучившись в нормальной здесь школе, в обычной, которая здесь платная, ушла, чтобы как раз-таки добить вот этот год, который я осталась, я ушла на домашнее обучение, но я ходила в школу, и это было более американское образование, но там я выбирала то, что мне нравилось, и я, например, могла целую неделю учить только английский или английскую литературу, и потом брала математику на оставшиеся дни, и мне тьюторы мне более помогали учиться. Ты обучалась в частной школе? Да. Дорогое обучение? Да. Сколько стоит обучение в школе? Последнее, да, так же, как... $1000. Да, где-то так. Наверное, $800 в месяц. В месяц $800. А в России ты обучалась в бесплатной школе? Да, да. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествие под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. А как вообще здесь с русскими товарами, продуктами? Вообще нету русских товаров, ни русских продуктов. А не было идеи завозить? Или это неинтересно будет? Я думаю, это будет интересно только вот русским, кто здесь живет. Гватемальцам нет. И работать на русских не стоит того, потому что очень мало. А сколько здесь И русских? опять же, если... Вот я не знаю статистику, сколько у нас в группе. 100 человек, но, наверное, еще 100 наберется, По всей стране. да, которых нет в группе, вот в нашей ассоциации русских. То есть в Гватемале немного русских? Я думаю, что нет. Намного меньше, чем, допустим, в Мексике. Ну, так Мексика сама территориально да. просто шире. Ну, я думаю, что немного. И не очень много общаются друг с другом. А почему? Не знаю. Здесь как-то вот, наверное, люди закрываются, вот у кого мужья гватемальцы, они уже настолько вошли вот в эту гватемальскую семью, и они постоянно, потому что гватемальцы очень любят встречаться в выходные, у них, допустим, завтрак с семьей, и то есть они из этого уже выбраться не могут. Они больше находятся с родственниками мужа и с друзьями-гватемальцами, и как-то перестают общаться с русскими. Мне так кажется. По школьной программе расскажи, пожалуйста, вот есть такие писатели, как у нас в России, Толстой, Чайковский, Достоевский. Тут
Именно Литература. гватемальских? Да, литература как тут вообще развита? Именно гватемальская литература, первое, что они учат, это, например, Попу Льву. Это у каждого народа майя есть своя история образования города, образования страны, и вот именно это они учат. Но настолько именно гватемальских авторов здесь нет, они больше учат историю колониализма, они больше учат историю Испании, очень много они учат вот именно конкисту, но своих авторов у них особо нет. То есть такой развернутой литературы, как у нас нет? Ну, нет. И даже я очень часто сейчас в университете слышу Льва Толстого, я читал Достоевского, то есть очень-очень сильно уважается русская литература тоже, ценится. А точные науки, вот как физика, геометрия, химия, они как вообще здесь? Я вообще не любитель ни физики, ни геометрии, ни алгебры, ни математики, но здесь они сильные, это, мне кажется, на уровне. И после школы, соответственно, ты поступил в универ. Да. Какой универ? Университет Франциско Мароккин в 10-й зоне. Почему именно он? Потому что в Гватемале, чтобы получить работу, чтобы здесь работать, у тебя либо должны быть родители с деньгами, с друзьями и с контактами уже с фирмой, которая сделана, с бизнесом, и ты дальше продолжаешь их дело. Либо ты должен хорошо знать людей, которые могут тебе дать работу, но это не так просто. Здесь все завязано на фамилии, на контактах. Поэтому, когда я знала, что я останусь здесь учиться в университете, для моих родителей уже больше не было вариантов. Они сказали, если ты идешь учиться здесь, то ты идешь учиться в этот университет, потому что здесь это самый дорогой и престижный университет здесь. Сколько тебе осталось обучаться? Я вот последний год все учусь. И планы дальнейшие куда? Дальше я планирую работать. Я хочу около 5 лет проработать. Я хочу большую компанию. Здесь есть много вариантов, куда я думаю пойти работать. Именно на экспорт, на логистику. Это мне очень интересно. И потом планирую получать магистрию. Это как? Магистра. Но уже, наверное, не в Гватемале, возможно, в Коста-Рике. А почему Коста-Рика? Потому что там есть очень хорошая школа бизнеса, Инкай называется, и там мне очень интересно, что там преподают. Ну, в Мексике тоже вроде много учебных заведений, нет? В Мексике есть ТЭК, очень хороший, но именно магистр мне нравится, там именно школа бизнеса, именно школа... Кстати, там тоже есть очень хороший центр логистики, вот это мне нравится. И дальше еще тоже Панама, тоже очень интересно, потому что это, в принципе, хаб логистики в Центральной Америке. Никарагуанский канал скоро будет. Хаб. Окей, а по поводу образования в универе, сколько стоит вообще? $1000 в месяц. И специальность у тебя какая? У меня сейчас международные отношения и коммерция. И сейчас я получаю 2 специальности, 2 майнера в публичная политика и интернализация бизнеса. На 2 языках, английский и испанский? Здесь важно, чтобы был английский язык, потому что некоторые уроки преподают только на английском. И есть много учителей, которые приезжают из Америки, но большинство классов, 90% на испанском. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. А много здесь женщин, девушек, которые вышли за гватемальцев замуж? Наверное, все, кроме меня. То есть все приехали вот таким Все приехали и способом? вышли здесь. Да, здесь живут только те, кто вышел замуж. Я просто приехала за мужем и тут осталась. Ну, наверное, такие же пары, как вы, тоже были, где муж с женой приехали на рудники? Ну вот
Есть такие пары, которые познакомились с гватемальцами, допустим, где-то в Мексике или где-то в другой стране и приехали сюда жить уже с ними. То есть они их на родину себе привезли. Как вообще гватемальцы сами по себе народ? Насколько гостеприимные, либо какие-то проблемы с ними есть? Ну вот первое впечатление, когда мы начали здесь жить, я была прям в восторге от того, насколько они не гостеприимны, а как это сказать, с тобой здороваются на улице. То есть я иду по кондоминиуму, гуляю с собакой, это утром мне все говорят «Буэнос диас», потом также «Буэнос тардес», «Буэнос ночес», везде здороваются. Допустим, в ресторанах мне кажется, что сервис обслуживания намного лучше, чем в России. Вот на тот момент, когда мы сюда приехали, 8 лет назад. Потому что когда мы приехали, побыли здесь и поехали в Россию, я зашла в гостиницу, и я уже сразу вот это русское какое-то недоброжелательность. То есть у меня начали требовать русский паспорт. И я говорю, а зачем, если он у меня спрятан далеко, и я могу вам дать загран? Нет, надо. Даже дочка в тот момент, ей было 13 лет, она сказала, мама, мы приехали в Россию. Это тебе не то, где тебе улыбаются, где с тобой здороваются люди, незнакомые абсолютно на улице. Потом со временем я поняла, что очень много это просто показное. Когда мы стали снимать квартиру в кондоминиуме, и везде есть администраторы, то есть они за глаза уже тебя обсуждают по-другому, а в глазах все тебе улыбаются. То есть я уже познала другую сторону. Если ты хочешь с ними дружить со всеми, ты тоже должен улыбаться, ты должен говорить много раз спасибо, и что... Ну, то есть прям вот показывать такие сильные эмоции, что у тебя все прекрасно. Если ты не улыбаешься, то тебе не будут потом... то есть что-то тебе не дадут какую-то скидку или поблажку. То есть очень много. И потом я стала узнавать, как это происходит в семьях. Ну а вообще народ такой, мне кажется, нас считают холодными. Холодными, русскими, такими не с доброй душой. Вот они как-то добрее, да, чем мы. Так они же все, наверное, Россию видят, что там зима, медведи, водка. Да, и они считают, что раз там зима, очень часто спрашивают. То есть я говорю, ой, как холодно. Вот это вот очень часто. Как это тебе холодно, ты из России? Ну да, мне холодно. Вот сейчас такой период времени здесь. Температура ночью падает сильно, днем жарко. Ну, не сильно жарко, а вот в квартире холодно. Особенно, если ты живешь в каком-то большом доме, большие потолки, огромные комнаты и никаких обогревателей. То есть это 18-19 градусов. И я начинаю объяснять, что да, у нас холодно на улице, но мы одеваемся, выходим на улицу. Зато мы приходим домой, мы снимаем одежду, и мы в тепле и в уюте в своем доме. Потому что у меня, например, дома в России пол с подогревом. И мы ходим босиком и в шортах. А здесь мы должны одеваться, чтобы лечь спать. Мы вылазим из кровати, мы должны быть одеты. То есть, если это какой-то большой дом, особенно если это в Антигуа. Вот. Ну, вот так вот. Они очень удивляются, да. И тоже вот это сопоставление. Русская женщина пьет водку. Да не пьем мы водку, я говорю, мы пьем шампанское. А в чем проблема в Гватемале? Вот я заметил, в разных кондоминиумах жил. Нету горячей воды и нет отопления. Почему? В Гватемале отопления, в принципе, нигде нет. Почему? Ну, это, наверное, дорого будет. Наверное, им жарко. Но не тот климат, особенно в Гватемала-Сити, чтобы в зимний период без отопления жить. То есть они экономят, получается, на народе? Очень дорого здесь. Здесь очень дорого за свет платить. А отопление я даже и не представляю, кто бы мог оплачивать отопление в больших домах. Потом гватемальцам нравится холод. Вот посмотришь, они ходят в шортах. Только с возрастом уже старички, они вот сидят у себя в больших домах, у них там камин, но они его не разжигают так часто. И они вот постоянно в одежде. Я такую жизнь, конечно, не представляю. Мне хочется, если это большой дом, то мне даже его уже и не хочется здесь, потому что когда вот этот холод, и мне такое ощущение, что с каждым годом все холоднее и холоднее вот в эти месяцы.
хочется маленькую уютную квартирку, где даже можно включить обогреватель, потому что в большом доме просто не обогреешь. Все сделано из цемента, и обогреватель там не спасет. Но они ездят на море греться. Можно ездить каждые выходные и там отогреваться. Ну, вот я даже на первом этаже снимал кондоминиум, просто первый этаж, это темно, все-таки свет не так попадает. И просто даже сидя, работая за компьютером, мне стало холодно. И вот вопрос, помещение становится влажным, то есть это грибок, это так далее, то есть потому что оно не просыхает физически. И у меня возникает вопрос, что вроде красивые там однобокие здания строят, но провести отопление, горячую воду, что-то у них сложности с этим. А у них сложно вообще с архитектурой, мне кажется, IQ не позволяет. Потому что, допустим, если посмотреть, вот сейчас строятся новые кондоминиумы, они под типа европейских идут, и несколько зданий в одном кондоминиуме, парки Кейнса называется, парки Диес. Там, там есть бассейн, все, но там постоянный холод. То есть они так ставят здания, что там холод и нет солнца. И как ты покупаешь такую квартиру, гулять с ребенком? Ну вот они не возмущаются. Вот мне, например, это не нравится, а им нравится. И вот посмотришь, очень многие, они прям, когда вот месяцы, что жара, вот, например, даже наше здание, оно построено по принципу, что у нас окна выходят на север, а окна в коридоре выходят на юг, на солнечную сторону. И я порой хочу выйти в коридор и там посидеть, потому что там очень тепло, а у меня в квартире, когда мы зашли туда, это было сентябрь, было тепло, и казалось, что ну, здорово, прям здорово. У нас окна выходят на деревья вот эти вот хвойные. Сейчас мне холодно. Но не настолько холодно, как вот мы жили в большом доме или как мы жили... Мы как бы в разных зонах уже пожили. Мы жили в Каэле, знаешь, да? Да. Такое. Там прям очень холодно было. И я уже стала искать что-то такое потеплее, посолнечнее. Но вот сейчас меня устраивает. Сильно тепло, как бы говорится, что спать надо в холоде. Поэтому, чтобы мозг освежился. Да. Наверное, они больше сохраняются, то, что живут вот в этих холодных домах. Окей. Но не с отоплением, а с горячей водой, честно говоря, тоже удивлен, потому что вот Панама, Коста-Рика, Никарагуа, где я просто Первый проезжал, раз слышу. везде есть горячая вода. Здесь не сталкивалась, что... Я заезжал, я поясню, в здании нет горячей воды. Они ставят вот эти, регуляторы нагрева, которые через время ты говоришь заканчиваются. про это? Да, это везде. Вот где страны Панама, Коста-Рика я был, в доме есть горячая вода, и сколько хочешь, столько течет, без ограничения. А тут я просто пользуюсь, чик, все холодное, полчаса вышло. Все зависит, какой стоит вот этот именно обогреватель, нагрев. Да, То есть, но это от хозяина зависит, какой он поставил физически. То есть мы жили вот в 14-й зоне, у нас стоял такой маленький нагреватель, замечательный, как типа для проточной воды. И у нас всегда была вода. Сейчас вот мы живем, у нас стоит как типа термос, да, вот как в России. И да, и тем более мы еще поставили себе время, допустим, с утра с такого-то времени по такое греет, потом вечером. Да. Ну, это так было у хозяйки, она нам рассказала, что так экономнее, хотя я всегда считала, что никакой там, если 10 копеек сэкономишь. Вот. Но мы тоже так сделали, как она нам рассказала. И вот бывает, да, первое время, чтобы после того, как мы жили в этой проточной, и дочка пошла мыться, и потом кричит: «Мама, у меня холодная вода», надо было приловчиться. Да, здесь во всех зданиях, но я считаю, что, может быть, это лучше. Я, например, в России сделала свою квартиру, перевела на, как это у нас было, называлось, на вот именно на такое. Чтобы не платить за горячую? Чтобы не платить за горячую воду, потому что Дальний Восток – это очень дорого. То есть моя квартира сейчас обходится намного дешевле, коммунальные услуги, чем те, кто не успел это сделать. А потом запретили перевести свою квартиру, убрать, отрезать центральное отопление. Окей. Если на Дальнем Востоке, это понятно, дешевле. А в Гватемале сколько стоит вот сейчас квартира здесь? Снимать? Снимать, купить, если вот так сравнить. Купить квартиру, в зависимости от зоны. Можно купить в Микско, наверное, за $150 тысяч. Это сколько квадратных метров будет? Ой, даже не знаю. Я
Большая квартира в 14 зоне $600 тысяч. Можно купить за 350 тысяч. Это уже с ремонтом все или нет? Да, квартиру покупаешь с ремонтом и практически со всей кухней. Окей. А если арендовать, сколько? Мы арендуем за 7 тысяч кицалей. Это $850. Это фикса или еще дополнительно там за свет, за воду что-то? За свет еще платят. Еще. За воду нет. Ну, то есть суммарно $1000 можно арендовать. Да, за $1000. В комфортабельной зоне. А то тут Да. зоны делятся. Да. В престижной зоне мы не можем себе позволить жить в другой, потому что это опасно. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Как тебе вообще с одноклассниками, когда в школе обучалась, с однокурсниками в институте? Коммуникация, то, что ты иностранка все-таки. Да, сначала мне было немного сложно. Я очень дисциплинирована, потому что в России встает учитель, приходит учитель, мы встаем. И, конечно, меня очень хвалили, потому что я очень привыкла к такой структуре, но здесь ее особо нет. Здесь немножечко больше тебя учат быть независимым, то есть ты сам знаешь, что тебе нужно учить, нет такой структуры. И это мне было интересно. Здесь в университете мне очень нравится, я не знаю, как университет в России, но мне сестра рассказывала, например, что ты сидишь, ты слушаешь лекции. Здесь, например, на моем курсе очень мало людей, сейчас нас всего лишь 10 человек. И у нас круглый стол обсуждения, где мы с учителем наравне обсуждаем тему, которую нам задали читать, то, что нам задали учить, и мы просто приготовленные приходим, и у нас ведется урок дискуссии. То есть у нас, конечно же, есть лекции, которые дает учитель, но это все немного более мы с профессором на равных. Вот это, что мне нравится немного больше, я себя чувствую немного более увереннее, я могу задавать вопросы, я могу интересоваться, я могу не согласиться. И это, в принципе, приветствуется, потому что я учусь больше на политику, и если я не буду общаться, то это... Если я не буду вести дискуссию, то, конечно, какой из меня политик потом? А есть, как, я думаю, во всех странах и во всех универах, нехорошие группировки, которые, скажем так, негативно влияют вообще на аудиторию студентов? На самом деле все зависит от каждого человека. Здесь вообще нехороших группировок особо так сильно нет, потому что все дети приходят, вот здесь, где я учусь, из очень-очень хороших семей. И, конечно, есть те, которые там любят одно и другое, но они живут с родителями. Здесь нет такого почти. Есть некоторые, которые приезжают из разных уголков страны здесь учиться, но
их 2%, например. Все остальные еще живут с родителями, и здесь культура такая, менталитет. Я вот студентка последнего курса университета, я помню, у меня сестра уже работала, уже какая-то была прям взрослая, а я себя еще чувствую немножко ребенком, я живу с родителями, поэтому здесь немножко это притупляется, здесь убирается немного эта опасность, потому что все еще детки, немного. С чем связана опасность, преступность? Правительство не борется с ними? Борется очень плохо, потому что коррупция везде. Потому что охранник, который тебя охраняет, он же тебя может и убить. Буквально недавно, вот на днях у нас произошло, где мы живем, убийство. И насколько мы слышали, что там как раз-таки охранник убил человека, который на ресепшене. Не знаю точно. Ну вот. А мы выходим гулять с собаками поздно, и вот как раз по нашей дороге. Теперь мы стали выходить с собаками гулять чуть пораньше. Но охранник, может, невменяемый, выпивший был, нет? Не знаю, неконтролируемый или что. Какие минусы ты здесь видишь в Гватемале? И минусы по поводу Жизни? По поводу жизни, наверное, менталитет, который я вижу, мне немножко сложно иногда принять, хоть я и здесь и выросла, и больше времени своей осознанной как бы была здесь. Я понимаю, что доброта и вот это вот очень, очень сильная забота и очень сильные переживания за тебя, и там, что с тебя случилось, расскажи, немного могут быть лицемерны иногда. И я понимаю, что иногда здесь люди очень душевные, и у них как-то очень все близко к сердцу, и у них какая-то, я не знаю, может быть, у меня душа какая-то другая, но здесь они все очень сильно воспринимают через призму обиды, через призму, что ты вот так не можешь говорить, потому что ты обидишь, и вот это немного, мне кажется, сложно, потому что у нас в России мы какие-то прямолинейные, мы четкие, мы можем что-то сказать и тут же обсудить, что ты меня обидел, там, но мы так близко к сердцу не воспринимаем. Ну, конечно, здесь количество людей, которые с ранеными душами в 15 лет ходят к психологу, конечно, огромное. С чем это связано, что они 15 лет к психологу? Ну, потому что папа у них, например, мог выпивать дома, и поэтому они не могут справиться с этими эмоциями сами, и вот им нужен психолог, потому что у них травма от всей жизни, или там собака укусила, и все, у них вот им нужно эти эмоции как-то прорабатывать. Это может быть и хорошо, но мне это немного не близко. Я немного не придаю такое значение таким маленьким вещам, как они. Окей. А как преступности здесь вообще? Преступность для государства здесь, для президента не является самой главной сейчас приоритетом. Он сейчас старается ругаться там с другими вышестоящими людьми, поэтому он не борется особо с преступностью, как это делают, например, в Сальвадоре, где убрали полностью преступность в стране. Но здесь преступность есть, все об этом знают, и все это просто игнорируют и живут как вот в своих вот этих зонах. Как раз-таки каждый живет в своем маленьком мирке, и оттуда не выходит, потому что действительно, ну, это очень сложно, это очень страшно, и, ну, это грустно. Ну, то есть вот ты, когда жила у себя на родине, ну, вспоминаешь, то есть ты гуляла вечером и так далее в любом районе, то здесь такое ты себе позволить не можешь. Ну, я до школы только шла 15 минут, потом 20 минут назад, а здесь, конечно, либо это Uber, либо это машина, либо это с кем-то доехать. Ну, вот, например, вот здесь огромная парковка в университете, потому что все студенты приезжают на машине. Ты не можешь приехать на автобусе. Это очень грустно, что нет публичного транспорта, который бы был очень удобен и который бы был безопасен, потому что, мне кажется, это как раз-таки дает вот такое вот тебе ощущение свободы, ощущение того, что ты сам можешь взять себя и куда-то поехать. Универ не может завести школьный автобус, тем более вы же платно обучаетесь и по адресам проезжаете. А нет такой надобности. У всех машины, они уже в последний год школа ездят на машинах. Здесь именно вот этому универу нет надобности, потому что родители каждому ребенку дарят машину. Угу. Если родители дарят ребенку машину, то значит есть нарушение, что кто-то ездит и без прав, да? Почему? Здесь 18 лет получаешь права. А если ему раньше подарили, то он не садится за руль? Нет. То есть с этим строго? Да, здесь с этим строго здесь. Ну, конечно, есть взятки, их очень много, и, конечно, такие дети, которые учатся здесь, могут себе позволить и выпить за рулем, и ехать
за рулем пьяными и без прав, но, конечно, этого лучше не делать здесь с этим. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Как с медициной? Я надеюсь, вы как бы не болели, но все-таки обращались в медицину. Болели очень Болели? много. У нас мы оплачиваем страховки. Со страховкой можно рассматривать медицину. Без страховки я вообще не представляю, как люди здесь живут. Я в силу возраста уже обращаюсь много. Ну и как бы дочка, хоть она и молодая еще, но тоже мы столкнулись много. И со страховкой это комфортно. Покрывают часть фармации. Вот. Но это дорого тоже. А сколько страховка стоит? 1300, 1500 я сейчас плачу за двоих. Кицали Кицали это $150, да, где-то? в месяц. Да, в месяц. 150. А если ты страховку не купил, то там будет ценник. Ну вот, например, без страховки я иду к врачу 300 кицалей, а со страховкой 60 кицалей. То есть уже Это разница. консультация. Да. То есть, когда ты покупаешь страховку, ты все равно платишь за консультацию, но дешевле. Да, все равно платишь за консультацию, и там идет 20%. Допустим, мне выписали какие-то медикаменты. Я оплачиваю 250 кицалей и плюс 20%. То есть мне выписали на 1000 кицалей, значит, я заплачу 450, да? А остальное мне покроет страховка. То есть когда мне выписывают много медикаментов на 5000 кицалей, я из них плачу всего лишь 1250, это как бы значимо. Операцию, допустим, покрывает тоже хорошо. Какую-то сделать операцию только со страховкой. Без страховки это нереальные суммы. Приходится искать какой-то госпиталь более такой дешевый. А когда вот на Рудниках муж работал, то есть вы там тоже работали? Нет, я не работала. Мы просто приехали с дочкой на каникулы один раз, потом уехали, потом второй раз, по-моему, приехали и остались. То есть опыта работы в Гватемале нету официально? Нет, официально нет. Но сейчас здесь легализовались, то есть ПМЖ имеете? Все, я сделала буквально вот несколько месяцев назад себе резиденцию. И ДПИ наконец-то получила. Сейчас вот мы оформляем дочки. Но это мне было где-то 8 месяцев. И причем у них постоянно в миграционной службе меняются требования. То есть это непросто. Нужно побегать. А вот это ПМЖ получили за счет того, что муж работал? Внук. За то, что родился. Внук родился. Угу. И автоматически, соответственно, все папа, мама, бабушка тоже получают. Да, можем сделать по внуку. Это не по работе, значит, получили? Нет, не по работе. По работе у нас была виза перманентная, или как-то она называется, на 2 года. Какие сейчас цели ставите здесь, в Гватемале? Хотите в Россию или нет? В Россию только на повидать. Повидать? Да. А Только кого повидать? Родню. У меня там 2 сестры, отец, друзья, То есть племянники. посещаете Россию? Да. Раньше до вот этих вот санкций, до войны мы каждые полгода практически летали. Все, потом перекрыли дороги, сейчас это очень дорого. Какие минусы в Гватемале, как считаете? Минусы. Это прежде всего опасная страна. Вот эти минусы. Когда хочется пойти просто погулять. Я понимаю, что в России тоже уже просто погулять может все что угодно приключиться. И выбежать ночью за хлебом ты можешь выбежать. Здесь ты даже этого не рассматриваешь, куда-то пойти ночью. Вот единственное, что мне не нравится, это я не могу пойти на сопку куда-то прогуляться. Или поехать куда-то на пруд и попить кофе. Как то, что мы можем себе позволить в России. У меня перед домом в России речка и сопка, на которую я могу подниматься и не ходить в спортзал и крутить эти педали. Вот это мне не нравится. Природы очень много, природа красивая, но везде ты куда-то едешь, ты везде платишь.
за то, что ты приехал, либо ты должен покушать в ресторане. На море ты тоже просто так не поедешь на публичный пляж, потому что это грязно, ничего хорошего там нет. Поэтому приходится ехать в какие-то дорогие места. Вот это вот. А так, климат мне очень нравится. Климат. Ну, то, что здесь выхлопные газы и все вот это вот. И потом, когда вулкан, тоже летит вот этот черный пепел. Ну, я думаю, что сейчас везде экология меняется, и все только в худшую сторону. А как часто вот с вулканом это происходит? Вот как-то, когда у меня внук родился 4 года назад, прям очень сильно было. Мы жили в 14-й зоне, у нас на балконе прям был этот пепел. Сейчас, где мы живем, вот в 15-й зоне, там такого я не замечаю. У меня на балконе чисто. То есть тоже зависит от того, куда ветер дует и где ты находишься. Какие рекомендации вы дали людям, которые в Гватемалу хотят? Хотят, если у них есть прекрасная жизнь в России, оставайтесь в России. Потому что, да, Россия поменялась, и мне кажется, сейчас там больше возможностей. Ну, если уже приехать сюда, то значит надо полюбить. Значит, не надо говорить, что сравнивать, что вот здесь так, а в России так. Здесь пойти с ребенком гулять это платно, а вот в России это все бесплатно. Ну, раз ты уже тут живешь, ты должен как-то с этим смириться. А у тебя были какие-то стычки или опыт с полицией? С полицией у меня никогда не было стычек. Возможно, только когда нас останавливали в машине. Это да, это очень интересно. Мою сестру останавливали пару раз, потому что у нее на ее правах был штраф. И они просят, вы можете сейчас оплатить, пожалуйста, штраф, мы вам сделаем 20% скидку, если вы оплатите сейчас. Наличкой? Вот, нет, не наличкой, Нет? Вот вам даже есть, получается, банковский автомат, пожалуйста, оплатите сейчас. Это так государство, получается, набирает налоги, которые им нужны. Угу. То есть на месте остановили, на месте заплатили сразу? Да, пожалуйста. А с медициной ты сталкивалась? С медициной, да. Очень часто. Я вчера только что вышла из доктора. Здесь мне очень нравится медицина, мне очень нравится... я привыкла ходить в государственную поликлинику у нас в городе, где раздевайся, показывай, что случилось, что. Здесь, конечно же, к себе относятся очень, очень мягко, тебе как-то уделяют больше времени, мне кажется. Я сейчас не знаю, как там в России, возможно, там что-то изменилось, но раньше это было очень грубо. Здесь это, конечно же, приятно, потому что это все-таки все приватная медицина, ты платишь за это очень большие деньги. Я думаю, что в России, если ты будешь платить большие деньги, то ты тоже получишь хороший уход. Но здесь мне нравится. В страховку входит вызов скорой помощи? Скорая помощь зависит от плана страховки, сколько ты платишь. И, по-моему, ту страховку, которую платим мы, например, не входит скорая помощь. То есть нужно самостоятельно добираться? И я на самом деле до сих пор не знаю, я боюсь этого момента, когда мне придется вызвать скорую помощь, потому что я не знаю, на какой номер звонить. Так все же пишут 911, нет? Нет, 911, но я не знаю, там, возможно, приедет какая-то публичная страховка, которая мне скажет, если вы не гватемалец, мы вам не можем предоставить помощь, поэтому я предпочитаю ездить в больницу сразу, если у меня что-то болит. Окей. Сколько у тебя вообще, за счет того времени, сколько здесь проживаешь, друзей? Много друзей вообще гватемальцев? У меня, я проходила несколько этапов, например, друзей со школы у меня не осталось. Мы общались, но потом потеряли контакт и уже больше не дружим. Но, например, в университете я нашла хороших друзей. Я планирую и надеюсь, что мы будем продолжать дружить, но это более люди такие, с которыми я могу найти этот язык и не переживать, если я что-то скажу не так, они меня уже принимают такую, какая я есть. А то есть они не выделяют иностранцев? Типа ты не наш, нашу компанию не возьмем? Нет, наоборот, некоторым было очень интересно познакомиться со мной. Даже когда я была в школе, первый мальчик, который ко мне подошел, когда я пришла в мой первый день учебы в школе, сказал мне, как тебе хочется, чтобы я с тобой говорил, на русском или на испанском, потому что он приемный ребенок из Украины, который здесь жил всю жизнь. Он, конечно, не умеет говорить на русском, но ему очень хотелось со мной познакомиться. И, конечно, здесь то, что ты белая, то, что ты блондинка, им, конечно, нравится. Есть внимание от мальчиков, и это, конечно, мне всегда помогало. Я никогда себя не чувствовала
изгоем или что со мной кто-то не хочет дружить. Такого не было. И если даже у меня были какие-то конфликты или кто-то надо мной шутил или прикалывался, это всегда было наравне, как бы прикалывались над гватемальцем. А ты знаешь ровесников своих русскоговорящих? Я знаю одну девочку, только одна моя ровесница, и ее старшая сестра тоже закончила здесь университет. То есть мало. Но мы не общаемся. Не общаетесь даже. Какие бы ты рекомендации дала людям, которые хотят в Гватемалу вообще? Ну, посмотреть, изучить, что нужно знать и подготовиться, чтобы сюда прибыть? Ну, наверное, во-первых, нужно знать, что в культуральный центр страны, в первую зону вы не можете, где очень красиво, где вы можете посмотреть национальный дворец, туда ездить не нужно просто так самим, потому что это опасно. Наверное, нужно знать красивые места и зоны, которые, например, в 14-й зоне есть очень много красивых мест, куда вы можете посетить, и там нужно останавливаться. 10-я зона уже не так безопасна, хоть она и для туристов очень популярна, но там нужно смотреть, где нужно быть. Наверное, уточнить именно зоны, в которых можно находиться. Здесь очень много есть отдыха, помимо эко, для американцев, которые ездят с большими рюкзаками, и им очень нравятся хостелы. И мне кажется, что для русского туриста это будет не очень интересно, и русский турист, мне кажется, к этому не привык. Поэтому тоже нужно искать немного дороже места. Мне кажется, что это улучшит их опыт здесь, в Гватемале, потому что не нужно пытаться экономить, потому что иначе вы можете получить либо что-то небезопасное, либо то, что вам не будет комфортно и может быть грязно, например. Ну, если ехать в сторону Антигуа, озера, там безопасно? Да. Там да. Потому что там именно направлен на туризм все. А с чем ты считаешь, что первая зона небезопасна, особенно где вот дворец? Потому что там же и полицейские стоят вроде как всегда. Потому что там очень много живет людей, которые состоят именно вот в этих нехороших группировках, которые состоят в больших марах, которые занимаются именно этим. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.